Этот автомобильный бренд появился благодаря настойчивости Арнольда Шварценеггера. Его создала одна война на Ближнем Востоке, а уничтожила другая. Его ненавидели экологи и обожали звезды. Он был разработан для американской армии, но собирался в России. Сегодня мы поговорим об абсолютной легенде понтов нулевых, бренде «Хаммер», и о том, почему его больше с нами нет. К концу 70-х американской армии понадобился новый внедорожник. Пентагон объявил конкурс. Требования были понятные. Большая мощность, хорошая проходимость и грузоподъемность. В соревновании за жирный военный контракт схлестнулись три производителя военной техники: AM General, Chrysler Defense и Teledyne Continental Motors. Контракт на $1 миллиард в итоге получила AM General. А с Teledyne связана отдельная забавная история. Это был производитель двигателей, и чтобы разработать целый автомобиль, понадобились партнеры из автобизнеса. Эту роль выполняла компания Lamborghini. Конкурс партнеры проиграли, но в результате появился редчайший внедорожник Lamborghini LM002, автомобиль, на котором ездили арабские шейхи и Саша Белый из бригады. Но американской армии ездить на Lamborghini было не суждено. Конкурсная комиссия выбрала проект под неудобным акронимом HMMWV, что расшифровывается как «высокомобильная многоцелевая колесная машина». В армии за внедорожником быстро закрепилось обиходное название Humvee. Производство началось в 1983-м, и за следующие 10 лет армия получила около 100 тысяч таких машин. Солдатам они нравились, отлично показали себя в боевых условиях. Здесь важно, что это был сугубо армейский автомобиль, который никогда не продавался гражданским. Но как же он тогда оказался на американских дорогах? Этому способствовали два события. Одно случайное, другое мировой значимости. По легенде, в 90-м году Арнольд Шварценеггер снимался в комедии «Детсадовский полицейский». Дело было в штате Орегон, неподалеку от военной базы. И вот в один из съемочных дней мимо площадки проехала колонна «Хамви». Это была любовь с первого взгляда. Шварценеггер прыгнул за руль, бросился в погоню и тормознул колонну. Солдаты, понятно, были в восторге и дали ему посидеть внутри «Хамви» и порулить. На следующий день Арни позвонил в AM General и попросил продать ему такую машину. А когда получил отказ, предложил сделать гражданскую версию. Где тут правда, а где удачная маркетинговая легенда, теперь уже не определить. Но факт в том, что в 1992 году AM General выпустила вариант Humvee для гражданского рынка под брендом Hammer. Как Humvee, только звучит брутальнее. Похоже на молот. Шварценеггер стал первым обладателем такого гражданского Хаммера с гордой надписью «Терминатор» на борту. Всего у него их было 7 штук, включая его мечту. Он все-таки добыл один военный экземпляр. Последний герой боевиков был для этой брутальной машины идеальным бренд-амбассадором и ездил на ней везде, в том числе на премьеры. Вторым событием, которое сделало «Хаммер» популярным, стала война в Персидском заливе 1990-1991 года. У нас она известна мало, на постсоветском пространстве было как-то не до нее, а на Западе она считается знаковой. Это был первый конфликт, который показывали по телевидению практически в прямом эфире. И в каждом втором кадре там был Хамви, машина, которая после этого стала мечтой всех матча мира. Хаммер был огромен, прожорлив, но зато имел невероятную проходимость и брутальную харизму, которой обычные внедорожники не могли ничего противопоставить. Развлечение это было недешевое, в зависимости от комплектации от 40 до 55 тысяч долларов. В то время за эти деньги можно было купить Mercedes S-класса. Производитель как мог старался сделать из Хаммера люксовый автомобиль. Кожаные сиденья, улучшенная звукоизоляция, музыка, кондиционер. Но бывшей военной машине все это было как коровье седло. Или, по выражению автомобильных журналов тех лет, как хороший костюм на горилле. В общем, машина получилась, как говорится, нишевая. В 1992 году было продано 316 автомобилей, в 1997 чуть меньше 1500, а в 1999 случилось знаковое событие. AM General продала бренд Hammer автомобильному гиганту General Motors, владельцам Cadillac, Chevrolet, GMC и Pontiac.
Производство при этом никуда не переехало. GM взяли на себя маркетинг и продажу автомобилей. Задачу сделать из Хаммера полноценный люксовый бренд дали молодому и дерзкому агентству «Модерниста». Это было не то чтобы просто. В нише «настоящая военная машина для брутальных мужиков» Хаммер был один, а на люксовом рынке его конкурентами автоматически становились Lincoln Navigator, Range Rover и Lexus LX 470. Но главным противником был Jeep Wrangler, который на пике удерживал 30% этого сегмента рынка. Первая общенациональная рекламная кампания Хаммера стартовала в августе 2001 года на страницах Wall Street Journal, Barron's, Esquire, Wired и множество других респектабельных изданий. Это были такие сочные фотографии на фоне чилийских пейзажей. Они намекали, что теперь это машина для преуспевающего среднего класса, а также для знаменитостей и рок-звезд, на которых этот средний класс мечтает быть похожим. Сменили даже слоган. Было «Хаммер – самый суровый внедорожник в мире». Стало «Хаммер ни на что не похож». В июле 2002 года GM представила версию H2, которая больше подходила для города. Предыдущая модель задним числом получила индекс H1. Оригинальный Хаммер к тому моменту стоил уже $90 тысяч, а новый поступил в продажу за 48 тысяч, то есть примерно вдвое дешевле. Со своим военным прародителем этот новый Хаммер имел мало общего. Это был, по сути, переодетый GM-овский внедорожник Chevy Tahoe. Автомобиль потерял аутентичность, зато сильно прибавил в смысле комфорта. Рекламировали его, соответственно, глянцевые журналы. Ставили его на несколько разворотов сразу и активно предлагали женщинам-водителям, которых даже среди владельцев огромного H1 было всего 10%. Новый способ задоминировать мужиков в офисе. Идеальная машина для мамы-регбиста. Вот такие были слоганы. Телевизионная и наружная реклама обыгрывала автомобиль в самых разных природных и городских локациях. От Исландии до Нью-Йорка, пытаясь донести простую мысль. На Хаммере ты везде будешь крут. И это сработало. В 2003 году General Motors продали в США 34 тысячи H2 и 730 H1. Хаммер идеально попал в эпоху милитаризма и понтов. Моду, заданную 10 лет назад Арнольдом, подхватили другие звезды. Майк Тайсон, у него было 6 Хаммеров. Деннис Родман, Андре Агасси, Стив Возник, Бритни Спирс, Тупак Шакур, ну и так далее. Хаммер стал обязательным участником клипов, презентаций и кинофестивалей. Хаммер-лимузин размером с автобус, подъезжающий к красной дорожке, вызывал у поклонников неизменный восторг. В середине нулевых был проведен опрос. Люди выбирали, какую машину они взяли бы на тест-драйв. И вот подавляющее большинство проголосовало за Хаммер. Купить его они, может быть, и не купили бы, но вот прокатиться или хотя бы посмотреть, что внутри, было очень интересно. Ну, конечно, нулевые в России не могли обойтись без Хаммера. Уже в 2004 году на заводе в Калининграде началась отверточная сборка H2. Американская версия стоила на тот момент около $100 тысяч, калининградская — 86. Приличная экономия. Да и машина получалась практически отечественная. В результате на 2006 год в Москве было зарегистрировано где-то 1500 Хаммеров, больше, чем в любом другом городе мира. Целевая аудитория в России у этой машины была примерно та же, что и в Америке. На Хаммере ездили и бандиты, и бизнесмены, и артисты. В 2005-м General Motors выпустили третий Хаммер, еще компактнее и еще дешевле. Если второй был сделан на базе Tahoe, то в этот раз переодели пикап Chevrolet Colorado. Стоил этот новый Хаммер $30 тысяч. Он был маневреннее, удобнее в городе, потреблял меньше топлива. В результате средний класс покупал его еще активнее. Брутальность брутальностью, но экономить-то тоже как-то надо. В результате 2006 стал пиком продаж. 50 тысяч машин были проданы только в США, не считая экспортных. А экспортировался Хаммер к тому моменту в 33 страны мира. В том же 2006 году был прекращен выпуск первой модели, которая уже не пролезала ни в какие экологические ограничения. Она вызывала у зеленых невероятную ненависть и стоила при этом космические $130 тысяч. Эта репутация распространилась и на младших братьев H2 и H3.
Хаммер попал в ловушку собственного имиджа. В моду постепенно входили экология и осознанность, а Хаммер всем своим видом говорил: «Я брутальный армейский джип, я плевал на ваше глобальное потепление». Ну, конечно, можно было убрать из Хаммера все неэкологичное и оскорбляющее общественное мнение, но тогда от него просто ничего не осталось бы. А в 2008-м мир накрыл глобальный экономический кризис, и продажи Хаммера упали в 8 раз. Дело тут было не только в осознанности. Богатым и знаменитым Хаммер к тому моменту начал надоедать, а все остальные не хотели покупать машину, которая потребляет 25 литров топлива на 100 километров. По иронии, цены на бензин выросли из-за войны в Ираке. То есть можно сказать, что Хаммер создала одна война на Ближнем Востоке, а добила другая. Достаточно скоро финансовый кризис добрался и до самой General Motors, в тот момент крупнейшей автомобильной корпорации в мире. К середине 2009 года акции GM потеряли почти всю свою стоимость, обвалившись с 50 до $1, и компания приступила к процедуре банкротства. Пришлось не только закрывать заводы и увольнять рабочих и менеджеров, но и избавляться от убыточных брендов. В их числе был и Хаммер. Интерес к покупке бренда проявили бизнесмены из Китая, Индии и даже России. В итоге выбор General Motors пал на малоизвестную даже в Китае компанию Sichuan Tengjun, не имевшую отношения к автопрому. Стоимость сделки оценивалась в скромные $150 миллионов, но китайское правительство отказалось согласовать покупку. Не дождавшись других предложений, GM заявила о ликвидации бренда. В мае 2010 года с конвейера сошел последний Хаммер. Арнольд Шварценеггер, который всегда хорошо чувствовал тренды, к тому моменту уже избавился от большей части своей коллекции Хаммеров и стал губернатором Калифорнии. В 2020-м GM возродила бренд Хаммер теперь уже не как отдельную марку, а как название модели. Это все еще 4-тонный уродливый монстр, который стоит около $100 тысяч и потребляет невероятное количество энергии, но теперь электрический. Инвестиции в проект составили по разным оценкам до $2 миллиардов. Экологи протестуют и настаивают, что из-за огромной массы экологический ущерб от этого электрического Хаммера не меньше, а то и больше, чем от старого с двигателем внутреннего сгорания. GM регулярно обвиняют в гринвошинге, попытке прикрыть свои бизнес-интересы разглагольствованиями о зеленой энергетике. Ну а владельцев Хаммера осуждают за пособничество глобальному потеплению и за мачизм. То есть традиции бренда, в общем, соблюдены. Друзья, мы продолжаем историю с конкурсами для подписчиков канала Чтиво. Вопрос сегодня такой. Расскажите про самую нелепую, но при этом любимую машину, которая у вас была. Из всех историй в комментариях мы выберем одну, и ее автор получит эксклюзивный подарок, доступный только для победителей конкурса. Подписку на журнал Чтиво.